Всем доброго времени суток. Небольшие изменения покажу, которые произошли с предыдущего апдейта. Ну, в первую очередь, внимательные зрители, наверное, заметили, что внизу у меня появились полочки. На больших модулях я разнес ножки. Раньше они были по центру, сейчас я их сделал по краям и сделал полочки. Также я сделал регулировку ножек по высоте. Для этого используются обычные забивные гайки и мебельные болты. И вот их можно вращением выставить по уровню и подогнать модули по высоте. Также основные изменения произошли у бетонного завода. Добавил я еще строение одно. И также сделал ограждение. Значит, забор я делал из пластиковой полосы и двухтавровых балок. Склеивал секции, каждую отдельно, потом вклеивал уже на место, измерял расстояние до столбика, вклеивал следующую секцию и приклеивал ее здесь, и так далее. Сделан весь забор. Ворота сделаны из проволоки и москитной сетки. И вторые ворота. Также с задней стороны сделано ограждение, имитирующее сетку рабицу. Вот тоже применялась москитная сетка. Единственное, что здесь раскладка уже сделана диагональная. Для этого я по диагонали четко наклеивал скотч. Потом аккуратно по нему обрезал, так чтобы получилось вот такое крестообразное, или под углом 45 градусов шла сетка. И также здесь вот сделана калитка и ворота. И также я доработал крестовины, сделал вставки в места разрезов, которые образовались при конвертации в DCC. Для этого я использовал эвергриновскую полосу высотой 2,5 мм и по толщине от полмиллиметра до 1,5 мм, в зависимости от того, где какие разрезы получились. Также вот стыки рельс в некоторых местах были щели, и заделал с помощью этого же этой же полосы. Я ее просто вклеивал на суперклей, потом ножом макетным аккуратно срезал для того, чтобы обеспечить прохождение нормальное по крестовине колесных пар. Также я добавил тупиковые упоры. Тупиковые упоры я делал тоже сам. Они сделаны из рельс от ката Unitrack. Просто их спаивал, разгибал на нужный угол. Дальше здесь вот использовался обычный провод медный. И также два кусочка рельс использовались для того, чтобы поставить упор, уже закрепить его на самих путях. И они приклеены на суперклей точно так же. Тупиковые упоры я делал двух видов. Сейчас покажу второй. Вот второй вид тупиковых упоров сделан еще с дополнительными рельсами. Эти рельсы уже от пика 55-го кода, и стачивал я лишнее на них, и вот они у меня сделаны съемные, поскольку здесь вот этот путь, он в конфигурации F используется как основной, поэтому не должно быть здесь, естественно, тупика. А когда он используется как тупиковый, я просто вставляю сюда вот этот тупиковый упор, и тем самым у меня образуется здесь тупиковая ветка. На электростанцию добавлена трансформаторная подстанция. Это пика немецкая. Вообще в комплекте там их два трансформатора большая, но у меня вот только один здесь помещается, поэтому я поставил его один. И вот таким образом получилась уже законченная конструкция. Под макетом провода, которые идут от крестовин, я уложил вот в такие канцелярские пружины, применяющиеся при брошюровке. Идею я подсмотрел у одного из моих подписчиков. Ссылка на его канал будет в описании к данному видео.
настоятельно рекомендую посмотреть очень хорошее видео у него о организации его рабочего места. Вот. И вот где надо, проводочки они выводятся просто между разрыва пружинок. И вот таким образом все провода я уложил, которые идут от крестовин. Здесь еще вот провода от освещения, я пока его не делал, поэтому они висят в воздухе. И еще я сделал вот такое расширение для вытяжки состава при маневрах. Просто доска сделана с бортиками. И крепится она на один из шкантов. И здесь уложены рельсы Kata Unitrack. В общем-то, нужное количество их можно сюда ставить. В данном случае 4 штуки стоят. И просто они не приклеенные, то есть можно их снять и разобрать потом по частям. Потихонечку начинаю оживлять макет. На улице добавил я пешеходов. Вот такие изменения на макете произошли с прошлого раза. Спасибо, что смотрите, остаетесь на моем канале, комментируете. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Впереди будет много интересного. Спасибо за просмотр. Пока-пока.